Суд Советского района Минска продолжил рассмотрение дела политзаключенного Степана Латыпова. На заседание, которое проходило сегодня, пришли люди в масках и футболках с изображением ежей. Это любимое животное Степана. Но это не самое милое, что случилось на процессе. Во время своего выступления бывшая жена жителя площади Перемен назвала его самым лучшим человеком с открытой душой и добрым сердцем, который очень много сделал для своей страны. Когда судья предложил Степану задать вопрос свидетелю, тот спросил у бывшей жены, известно ли ей, что обвиняемый прожил с ней лучшие годы своей жизни. Эта милая история уже облетела весь интернет, а тем временем пострадавший милиционер некий Алексей Петров резко изменил свои показания и заявил, что не считает себя потерпевшим, хотя ранее он утверждал, что в момент задержания Латыпов упирался и вырывался. На суде также огласили результаты экспертизы, согласно которым Латыпов был признан полностью вменяемым, а значит, может защищать свои права в судебном процессе. Экспертиза потребовалась после того, как на одном из предыдущих заседаний Степан пытался проткнуть себе горло ручкой, так как в СИЗО Новодарского над ним постоянно издевались и угрожали расправой над его семьей. Приговор еще оглашен не был, команда Маланки продолжит следить за процессом. Становится очевидно, что из-за политики нелегитимного в Беларуси наметился острый кризис квалифицированных специалистов. Это уже начинает сказываться на простых людях. Так, сегодня в столичном аэропорту произошел инцидент с чартерным рейсом Минск-Хургада. Борт должен был вылететь в 2:25 по местному времени, однако при буксировке ему повредили за концовку крыла, элемент, отвечающий за увеличение подъемной силы воздушного судна. Оплошность допустили работники аэропорта, а страдать пришлось пассажирам. Более 4 часов они провели в неком накопителе, где им негде было даже отдохнуть. Стоит отметить, что среди пассажиров-отпускников было немало детей, но и для них не сделали никаких исключений. Все как на войне, без еды, воды и спальных мест. Впрочем, возможность перекусить все же была для тех, кого устраивал кусочек торта «Наполеон» за 10 рублей. В итоге, после длительного ожидания, борт заменили, и он вылетел в пункт назначения в 7 утра. К слову, это ЧП было уже вторым за последние 2 дня. Ранее самолет, летевший из Минска в Анталию, был вынужден экстренно сесть в аэропорту Домодедово из-за отказавшего двигателя. И, судя по всему, такие ситуации в ближайшее время будут только множиться, ведь из страны, где ни у кого нет уверенности, что, выходя из дома, ты не проведешь ночь на Окрестина, высококвалифицированные специалисты стремятся уехать как можно скорее. И шутка о том, что за штурвалом самолета скоро будет сидеть ОМОН, звучит уже не так смешно. И в продолжении темы белорусской авиации на днях стало известно об исчезновении диспетчера, который вел переговоры с пилотами самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главред телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Олег Галегов работал в Белаэронавигации как минимум с 2010 года. А в начале июля после отпуска он должен был выйти на смену по заранее утвержденному расписанию. Однако на работе он так и не появился. По информации коллег Галегова, до него невозможно дозвониться. Он также удалил свои аккаунты в социальных сетях. Многие уверены, что мужчина решил перестраховаться, потому и уехал из страны. Напомним, инцидент с самолетом произошел в мае 2021 года. Из-за ложного сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. На его борту находились Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. После того, как самолет приземлился в аэропорту, их арестовали. В ЕС считают, что в случившемся замешан именно Лукашенко, в связи с чем был введен 4-й пакет санкций. А в США и странах ЕС в целях безопасности отменили полеты над Беларусью. Ситуация с неконтролируемым потоком нелегальных мигрантов, которую Лукашенко спровоцировала в Литве, уже становится взрывной. И пока штатные пропагандисты ликуют и заполняют свои соцсети ехидными комментариями в духе «Посмотрите, как литовская полиция с оружием разогнала протестующих против новых лагерей для беженцев», сами люди, которые попались на удочку диктатора и поверили, что смогут выбраться в лучшую жизнь, оказываются заложниками угрожающих обстоятельств. Небольшая Литва действительно впервые сталкивается с подобным наплывом мигрантов. В июне их количество в 100 раз превысило январский показатель, и это явно не предел. Далеко не всех местных жителей такой расклад устраивает, особенно тех, кто живет в небольших городах, где планируют строить новые лагеря для беженцев. В частности, на полигоне в Руднинкае. Вчера литовцы заблокировали автомобилями подъезды к месту, где планируют разместить 1500 беженцев. При этом, по словам министра внутренних дел Агны Белотайте, территория полигона будет контролироваться службой общественной безопасности, которая обеспечит все необходимые меры.
страны. Однако не факт, что надолго, ведь в других лагерях, где сейчас размещаются беженцы, то и дело вспыхивают бунты. И чем больше становится количество нелегалов, тем труднее их контролировать. Очевидно, именно этого и опасаются местные жители. В свою очередь, Лукашенко, по оценкам наблюдателей, открыв границу для потока мигрантов в Литву, намерен таким образом добиться послабления санкций. Что ж, с таким подходом он может получить лишь полную экономическую блокаду в ответ. И тогда ему уже придется отвечать за происходящее перед белорусами, которые, равно как и мигранты, стали заложниками маразма диктатора. Беларусь в конце августа получит от МВФ 950 миллионов долларов на преодоление постковидного экономического кризиса. И хоть во время поездки в США Светлана Тихановская пыталась убедить Международный валютный фонд отказаться от помощи режиму, чек официальный Минск все же получит. Связано это с тем, что регламент выдачи средств не учитывает внутреннюю ситуацию в тех или иных странах. Это рождает политический оксюморон. Одной рукой Запад зажимает режим и лишает его экономической поддержки, а другой рукой дает огромный кредит для преодоления своих же усилий. В связи с этим демократические силы Беларуси намерены бросить все силы на то, чтобы не дать возможность диктатору обналичить в западных банках выданный МВФ чек. К счастью, в этом вопросе Тихановской удалось заручиться поддержкой ряда американских сенаторов, которые уверены, что все международные организации коррумпированы и плохо синхронизируются с реальной политикой. Ровно 31 год назад, 27 июля 1990 года, Беларусь начала восстановление своей независимости. Именно в этот день Верховный Совет БССР принял декларацию о государственном суверенитете. Документ еще не отделял окончательно Беларусь от СССР, но распределял властные полномочия таким образом, что выход из изжившего себя совка оставался делом времени. Оно наступило спустя год после августовского путча, когда партия БНФ вывела на улицы столицы десятки тысяч человек, а в зал, где проходили заседания Совета, внесли бело-красно-белый флаг. Декларация получила статус конституционного закона, а Беларусь официально объявила себя независимым государством. Первым руководителем страны стал Станислав Шушкевич, официальными символами БЧБ флаг и герб погоня. Менее чем через полгода в Беловежской пуще была поставлена точка в истории Советского Союза. До 1996 года 27 июля отмечалось как День независимости страны, пока Лукашенко не решил изменить эту дату на День освобождения Минска от фашистских захватчиков 3 июля. При этом в остальных странах бывшего Союза днями независимости так и остались даты, когда был провозглашен суверенитет. Впрочем, для свободных белорусов именно 27 июля был, если будет, главным праздником и символом будущего, который перечеркнет все ошибки прошлого и откроет новую страницу в истории независимой Беларуси. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. А также не забывайте подписываться на наш второй канал Маланка Лайв, где вас ждет множество интересных ток-шоу и стримов. Берегите себя и живи Беларусь!